Давайте рассмотрим некоторые термины. Late join – подключение игрока после того, как матч уже начался. World Snapshot – снимок актуального состояния мира, необходимый для первичной синхронизации или восстановления. Persistent Entity – сущность, состояние которой должно переживать отключение игрока, смену сцены или перезапуск серверного процесса. Ephemeral Entity – временная сущность, существующая только короткий период матча. Не каждый GameObject является сетевой сущностью, но это не означает, что каждому такому объекту нужна собственная сетевая идентичность. Отдельная сетевая сущность оправдана, если объект имеет самостоятельное геймплей состояние, может существовать независимо от родительского объекта, должен появляться и исчезать у клиентов, может менять владельца, участвует в столкновениях или взаимодействиях. На него должны ссылаться другие сетевые сущности. Например, оружие в руках игрока можно представить двумя способами. Первый вариант – это отдельная сетевая сущность. Это имеет смысл, если оружие можно выбросить, подобрать, передать другому игроку или если у него есть самостоятельное состояние в мире. Второй вариант – это обычная локальная модель. По сети передается только идентификатор выбранного оружия, а каждый клиент самостоятельно показывает нужный префаб. Идентичность должна переживать задержки. Представим следующую последовательность. Создана граната с ID 50, граната взорвалась, граната удалена, ID 50 назначен новому предмету, пришло старое сообщение о гранате 50. Если система проверяет только число 50, старое сообщение может повлиять на совершенно новую сущность. Не каждый снаряд должен быть сетевой сущностью. Перед реализацией сетевой пули нужно определить модель оружия. Если оружие работает через мгновенную проверку попадания, отдельный объект пули для геймплея может быть не нужен. Тогда процесс выглядит как получение действия выстрела, сервер проверил траекторию, определил попадание, изменил здоровье, клиенты показали локальные эффекты. Отдельная сущность не нужна, когда снаряд действительно живет в мире. Например, летит заметное время, может столкнуться с несколькими объектами, меняет направление, может быть уничтожен, создает область воздействия, остается после попадания. Даже тогда не обязательно постоянно передавать его точную позицию. Иногда достаточно передать начальные параметры, а клиенты локально воспроизведут траекторию. Сервер при этом остается источником геймплей результата. Это значительно дешевле, чем синхронизировать каждый снаряд как полноценно движущегося персонажа. Сущности бывают временными и устойчивыми. Полезно заранее разделить сетевые сущности по длительности жизни. Временные сущности, например, граната, ракета, выпавшая гильза, если она вообще сетевая, кратковременная область урона, временный противник, предмет, исчезающий после короткого времени. Обычно им достаточно существовать внутри текущего матча. Устойчивые сущности, например, персонаж игрока, база, построенное здание, транспорт, контейнер, предмет в persistent мире, состояние квестового объекта. Их состояние может потребоваться после реконнекта, смены сервера, перезапуска, загрузки, сохранения. Смерть не всегда означает деспаун. Персонаж может умереть, но продолжать существовать как сетевая сущность. Например, состояние alive, dead, spectating, respawned. Если при каждой смерти полностью удалять и создавать нового игрока, можно усложнить хранение статистики, связь с соединением, камеру, командную принадлежность, UI, Reconnect, ссылки других систем. Иногда лучше оставить сущность и изменить ее состояние. В других случаях, например, для временного АИ, после смерти действительно проще удалить объект и при необходимости создать труп как отдельное локальное представление. Ownership – это временная связь, а не абсолютное право. Игрок может управлять своим персонажем, машиной, турелью, дроном, переносимым объектом. Эта связь может меняться, но ownership не должен означать, что владелец может свободно менять все состояния объекта. Например, водитель машины управляет рулем и газом, но сервер все равно может определять допустимую скорость, столкновение, расход топлива, урон, возможность сесть в машину. Передача управления – это полноценный переход состояния. Игрок садится в машину – это не просто установка owner равно player. Система должна согласовать несколько изменений. Например, игрок больше не управляет обычным перемещением. Машина принимает его input.
Камера переключается, другие игроки видят водителя внутри, место водителя становится занятым, старые команды персонажа перестают применяться. При выходе процесс выполняется в обратную сторону. Если изменить только владельца сетевого объекта, но не изменить связанную геймплей состояние, возможны ошибки. Два игрока одновременно считают себя водителями, персонаж продолжает двигаться отдельно, старый input применяется к машине, камера остается привязана к неправильной сущности, после дисконнект управление навсегда блокируется. Поэтому смену ownership лучше оформлять как одну игровую операцию с проверяемыми условиями и явным результатом. Надеюсь, это тоже было интересно и полезно, и всем пока.